Так, всем привет! В этом видео я хотела бы рассказать, как научиться правильно считать схватки. Что вообще такое подсчет схваток? Да? Это не количество их раз, два, три, четыре, пять, вот первая, вот вторая, это там схватка, да? А время, которое занимает сама схваточка, и время, которое занимает перерывы между схватками. Для этого вам понадобятся часы со стрелкой, либо секундомер на телефоне, да, либо специальные программы сейчас существуют, мобильные приложения для телефона. Вот то, что касается мобильных приложений, это максимально удобно, но если у вас, допустим, нету этих приложений, что мы делаем? Я вас научу считать по старинке. Берем блокнот и ручку. Почувствовали схватку, посмотрите на время, да? Вот, запишите его. Дальше мы дышим брюшным дыханием, то есть чувствуем вот эту вот схватку. Чувствуете, что она прошла. Опять смотрим на время, записываем второе. Это схватка. С этого времени, которое вот второе вы записали, да, до следующей схватки, это будет промежуток между схватками. Этот промежуток очень важен, потому что именно по нему судится о том, что пора ехать в роддом. Тут как бы несколько мнений, да, то есть в женской консультации мне говорили, что в роддом пора ехать, если расстояние между схватками, вот это вот временной промежуток равен 5 минут и менее. А на скорой, да, когда уже меня приехали забирать в роддом, сказали, что это расстояние очень маленькое, и что нужно, чтобы как бы между схватками было 10 минут и меньше, то есть уже имеет смысл ехать в роддом. То есть здесь мнения ученых, да, мнения разделились, но вообще, если вас ничего не беспокоит, если у вас регулярные схватки, которые учащаются, и промежуток между ними больше 10 минут, я думаю, не стоит ехать, ну, как бы в роддом. Лучше провести это время дома, да, спокойно подготовиться, спокойно проверить, собрали ли вы все вещи, настроиться на роды, да, как бы. И вообще домашняя обстановка, домашние стены, они психологически как бы поддерживают вас. Если же уже не вмоготу, то есть если вас там одолевает страх, то в таком случае как бы собирайтесь и едьте в роддом. Для чего еще нужно знать? Значит, врачи вас обязательно спросят, когда началась первая схватка. То есть это время вам нужно запомнить обязательно. Затем бывает такое, что схватки идут неравномерно. То есть, допустим, они учащаются, усиливается интенсивность там, и так далее. А потом на какой-то промежуток, допустим, 15-20 минут, да, перерыв между схватками произошел. Затем они опять возобновились и опять часто-часто. То есть вы должны обращать в таком случае внимание не на расстояние между ними, а на то время, которое длится сама схваточка. Постепенно это время будет увеличиваться. Я приехала в роддом, когда у меня уже вот время вот этой схватки было 40 секунд, а расстояние между схватками было от 7 до 3 минут. То есть вот так вот оно по-разному было. Все это аккуратненько записываем в блокнот, да, ну или пользуясь приложениями. У меня установлена была схватка-считалка, очень удобно. Данное приложение также скажет вам, что уже пора ехать в роддом. У них там тоже свои какие-то параметры установлены, которые определяют. Учиться считать схватки нужно заранее. За месяц, за 2 недели у вас могут начаться ложные схватки. Это прекрасный повод, чтобы поучиться тому, как это делается, как это как бы необходимо производить. Поэтому не пренебрегайте данной возможностью, тем более, что каждые ложные схватки могут потом перейти в истинные, и вы родите прекрасного, здорового малыша. Спасибо большое за внимание, всего доброго вам и легких родов!